Всем привет, с вами Дина, и я рада вновь видеть вас на канале Коллекция рецептов. Сегодня приготовим очень вкусную и ароматную овощную приправу на зиму. Я хочу с вами поделиться этим проверенным рецептом, чтобы вы тоже могли насладиться вкусом этой кисло-сладкой, в меру острой, пряной приправы. Она отлично подходит в качестве заправки к первым и вторым блюдам, а также как самостоятельный овощной гарнир к мясу, птице и рыбе. Но ее можно есть даже просто с кусочком хлеба. Очень вкусно. Итак, приступим. Нам понадобятся спелые томаты, репчатый лук, морковь, сладкий и острый перец, чеснок и кислые яблоки. Все овощи нужно помыть и при необходимости очистить. Репчатый лук и морковь очищаем и нарезаем произвольными крупными кусками, такими, чтобы было удобно измельчить в мясорубке. Красный острый перец можете использовать как свежий, так и сушеный. Удаляем сердцевину и крупно режем. Яблоки лучше выбирать кислые. Разрезаем их на четвертинки, удаляем сердцевину, кожицу не очищаем. Поскольку в рецепте нет ни уксуса, ни эссенции, то именно яблоки и томаты придадут этой приправе приятную кислинку. Яблоки, как и овощи, нарезаем крупными кусками. Поскольку томаты мы тоже будем пропускать через мясорубку, то для этого рецепта смело можно использовать любые некондиционные помидоры. Очень крупные, переспелые, слегка треснутые или бесформенные. У томатов удаляем плодоножки и произвольно нарезаем. У сладкого красного болгарского перца удаляем сердцевину, освобождаем от семян и тоже крупно нарезаем, как и остальные продукты. Овощи я подготовила, а чесноком мы займемся чуть позже. Устанавливаем на мясорубку обычную среднюю решетку и измельчаем все овощи. Я сразу прокручиваю их в кастрюлю, в которой буду уваривать приправу. Список ингредиентов для этой приправы вы найдете, как обычно, в конце видео и в описании. Для этого количества продуктов понадобится посуда объемом не менее 5 литров. Все овощи мы прокрутили, добавляем в кастрюлю соль, сахар, хорошо перемешиваем и устанавливаем на плиту. Масло и чеснок добавим позже. Доводим смесь до кипения, убавляем нагрев, засекаем время и кипятим приправу 1,5 часа. При этом массу нужно периодически помешивать. Для лучшего испарения влаги кастрюлю крышкой не накрываем. Нагревание на медленном огне позволяет достичь превосходного результата. Продукты увариваются, смешиваются все вкусы и ароматы, и в итоге приправа получается достаточно густой и насыщенной. А пока овощная смесь варится, почистим чеснок. Когда мы делаем заготовки на зиму, то порой приходится чистить достаточно много чеснока. Занятие это утомительное, особенно если зубки мелкие. Но есть отличный способ, как просто почистить чеснок. Для этого головки чеснока разделяем на зубки и заливаем их горячей водой, такой, чтобы палец терпел. Это примерно 50-60 градусов. Оставляем чеснок в воде минут на 15-20. Затем воду сливаем и с легкостью чистим чеснок. При таком способе шелуха напитывается водой, становится мягкой, эластичной и очень легко снимается. Вот смотрите, раз и два. Такой способ отлично подходит для заготовок с большим количеством чеснока, аджики, приправы и так далее. Причем почистить чеснок можно накануне, сложить его в пакет и убрать в холодильник. Очищенный чеснок не забудьте ополоснуть. Спустя 1,5 часа овощная смесь хорошо уварилась, и сейчас пора добавлять чеснок и масло. Чеснок необходимо измельчить любым удобным для вас способом – через пресс, на терке или, как в моем случае, с помощью блендера. Высыпаем чеснок в чашу блендера, слегка его измельчаем, туда же добавляем растительное масло и доводим смесь до однородной консистенции. При таком способе чеснок отлично измельчается и не остается крупных кусочков. Отправляем
Отправляем полученное чесночное масло в кастрюлю, хорошо перемешиваем, засекаем время и увариваем еще 1 час. В этот момент по дому распространится необыкновенный аромат, от которого просто потекут слюнки. Главное не потерять сознание, так как нам еще нужно подготовить банки. Используйте баночки любой емкости. Я возьму объемом 350 мл, которые нужно хорошо помыть и простерилизовать. Как правило, я стерилизую их в микроволновке. Это быстро и очень просто. Устанавливаем чистые банки в микроволновку при полной мощности на 4-5 минут. При этом воду в них наливать не нужно, они стерилизуются сухим жаром. А крышки я отдельно прокипятила и обсушила. Приправа полностью готова. Разливаем ее по баночкам, стараясь максимально их заполнить. Поскольку у этих баночек довольно узкое горлышко, мне удобнее пользоваться лейкой с широкой горловиной. Перед тем, как заполнить очередную банку, приправу хорошо перемешайте. Плотно закручиваем банки и переворачиваем. Оставляем их на кухне до полного охлаждения. Укутывать не надо. В зависимости от сочности продуктов и веса отходов во время их чистки, из этого количества ингредиентов получается от 3 до 3,5 литров готовой приправы. Я обычно закрываю 9-10 баночек емкостью 350 мл. Приправа получается очень вкусная, ароматная и сильно возбуждает аппетит. За 2,5 часа она хорошо уваривается, получается достаточно густой, но при этом легко разливается по баночкам, а после остывания она еще немного загустеет. Хранить эту заготовку можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. А открытую банку нужно держать в холодильнике, хотя приправа настолько вкусная, что надолго там не задерживается. Очень надеюсь, что эта приправа вам тоже понравится. Желаю удачных заготовок и всем приятного аппетита! Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями и пишите свои комментарии. Не забудьте подписаться на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале есть и другие вкусные блюда из овощей. Рекомендую посмотреть. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов.